Снова здравствуйте. Сегодня у нас будет тема про переломы, почему люди ломают кости. В принципе, у меня есть уже 3 видео, где я описываю, каким образом кости, собственно, сращивать, чтобы это было быстрее. Там, в общем-то, я рассказываю о причинах, почему человек кости ломает. Но все равно продолжают поступать вопросы на эту тему. Поэтому я решил вынести это все в отдельное видео. Значит, смотрите. Человек у нас отличается от медузы чем? Наличием скелета. В принципе, осьминогом, наверное, быть удобно. Вот, но в условиях практически невесомости. Осьминогу, знаете ли, при земном притяжении будет несколько неудобно. Земля-матушка слишком крепко его будет притягивать. И будет он по земле распластанный. Будет он все время ползать. Вот чтобы не ползал, а хоть как-то держал форму, природа нам и придумала, собственно, скелет. Скелет у нас состоит из костей. Да, давайте уж банальные вещи я вам до такой степени рассказывать не буду. Суть в другом. Суть в том, что кости скелета у нас в основном состоят из, если брать элемент, кальция. Но, так как биологическая жизнь – это цепочка химических реакций в присутствии слаботочных электрических полей, то постоянно для того, чтобы реакции проходили правильно, требуются разные химические элементы. И эти химические элементы обладают какой-то определенной активностью, скажем так. И некоторые из них конкурируют за всасываемость, попадая в кишечник. Потому что то, что мы кладем в рот, оно попадает в кишечник, там должно, значит, быть обработано микрофлорой нашей. Все должно быть расщеплено до белков, до микроэлементов, до металлов. И все это хозяйство должно быть сложено. Микрофлора там синтезирует витамины, микрофлора синтезирует аминокислоты, почти все. И, соответственно, лепит эдакий, знаете ли, сэндвич из аминокислоты, потом какого-то микроэлемента, и потом сверху какого-то витамина. И вот этот вот сэндвич только у нас попадает в кровоток. Просто так железные опилки жрать без толку. Гемоглобин не поднимется. Просто так жрать мел практически тоже бесполезно. Потому что, попав в желудок, значит, этот кальций будет реагировать с кислотами желудка. Азотная, соляная, серная. Вот. И в конечном итоге, если кто-то помнит курс химии еще, будет получаться у нас там углекислый газ, значит, нерастворимый осадок, да? Вот. И вот этот нерастворимый осадок уже все. Он уже никуда не идет. В лучшем случае он будет выведен через кишечник. В худшем случае, если он все-таки каким-то образом проникнет в кровь, он осядет в почках. Там в виде песочка, скорее всего. Вот в чем дело. Понятно, да? Тяга к мелу, оно у беременных, например, или детей, она обоснована тем, что не хватает кальция. Все. И организм пытается, значит, хоть какой-то кальций, хоть как-то получить. Но этот кальций в таком виде, он не идет. Он должен быть приготовлен. То есть он должен поступать в сочетании с какими-то витаминами, конкретными витаминами, да, витамин D3. И в сопровождении аминокислот. В частности, метионина. Вот творог, вопреки распространенному заблуждению, он богат не столько кальцием, сколько именно метионином. В первую очередь. Но кальций у нас конкурирует за всасываемость с железом. То есть, если нарушается баланс между железом и кальцием,
у нас возникает либо остеопороз, либо падает гемоглобин. Значит, это если мы пытаемся сами как-то регулировать. Если это регулирует наш организм, то, значит, все это находится на определенном нужном уровне. У нас и гемоглобин нормальный, у нас и кальция в порядке, и кости крепкие. Регулировкой этого всего хозяйства у нас занимается эндокринная система. Как нам говорят, эндокринная система отвечает за обмен веществ. Ну, такое бытовое мнение, в принципе, да? Термин такой бытовой. Тем не менее, он достаточно точный. Да, обмен веществ. А основным, вот два основных элемента для эндокринной системы, это у нас селен и это у нас йод. Селена, в принципе, надо немного. И лучше его будет нехватка, чем избыток. Вот. И селен без йода в организм подавать нельзя. Но вот йод должен присутствовать в рационе постоянно. Не знаю, почему природа, значит, таким образом нас закинула именно вот в те места, где йода в почвах недостаточно. Может быть, какие-то катаклизмы произошли, в результате которых йод исчез, я не знаю, испарился просто-напросто из земли. Кто что на эту тему рассказывает. Но, тем не менее, там, где мы проживаем, йода недостаточно обычно. Поэтому в Советском Союзе в свое время были приняты нормы йодирования пищи. Пищу в обязательном порядке йодировали в школьных и дошкольных учреждениях. Значит, ее йодировали в обязательном порядке в санаториях и профилакториях. В остальных местах просто-напросто рекомендовалось использовать йодированную соль. Сейчас эти нормы уже не действуют. Все это хозяйство фактически на откуп каким-то частным лицам в силу их образованности или испорченности. Вот, отдано. Но актуальность йода, она никуда не делась. И таким образом получается, значит, если в организме нехваток йода, нарушается работа эндокринной системы и может произойти нарушение всасываемости кальция. Это в состоянии привести к остеопорозу. Вообще, в принципе, вот остеопороз у нас когда диагноз ставят? Когда человек вот несколько раз подряд на ровном месте, понимаете ли, значит, ломает все кости. Все, вот тогда говорят остеопороз. Минуточку. Если человек прыгает с высоты своего роста, он не должен ломать кости. По одной простой причине. Это природой не предусмотрено. Этот костяк должен выдерживать ваш вес. Неважно, что человек весит больше нормы. Под действием его же собственного веса происходит уплотнение костей. А раз происходит уплотнение, значит кости становятся крепче просто-напросто. Они как бы спрессовываются. Вот в чем дело. Это автоматически происходит. Это надо понимать, организм эти вещи самостоятельно регулирует. Не надо говорить, ах, вот он, значит, вдруг набрал вес, и, значит, вот из-за вот большого веса он начал ломать кости. Да ладно. Для меня, например, норма, да, для, скажем так, ну, уже не моей возрастной группы, для моей возрастной группы не подходит, но, скажем так, еще в недавнем прошлом это была норма, с нагрузкой собственным весом присесть и встать. То есть полностью присесть и встать. Это норма была. Да? Соответственно, примерно с таким же весом можно подпрыгнуть, например. Можно идти. Можно пытаться бежать. Это не должно
вызывать переломы костей. Это не должно мне кости-то ломать. Вот в чем дело. Потому что банально, просто даже при спрыгивании с табуретки возникает многократная, хоть и кратковременная, но многократная перегрузка по весу. Вы попробуйте подпрыгнуть на весах, только возьмите не бытовые весы, а найдите где-нибудь на складе, значит, такие, раньше были весы большие, кто еще помнит, да? Ну, на рынок сходите, там найдете, наверное. Вот. Там, где много взвешивают. И попробуйте там подпрыгнуть. А лучше, если весы будут электронные. И зафиксировать ваш вес. Перегрузка какая будет? Она будет 5-6-кратная. Ваш же ничего не ломается. Не ломается. То есть, а тут человек поправился условно всего на 20 килограмм. И у него кости начали ломаться. Нет, явно не из-за этого. Скорее всего, он вес набрал из-за того, что начались какие-то сбои в эндокринной системе. И эти же сбои вызвали нарушение баланса кальция. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, смотрите. Вот простой пример. Сегодня супруга пошла покупать, в том числе, зубную пасту. Раньше мы пользовались одной и той же. Значит, я уж не буду рекламой здесь заниматься. Но в этот раз, покупая эту пасту, она обнаружила в описании указание, что в ней содержатся фториды. Вопрос. На кой леший человеку требуются фториды? Якобы они укрепляют зубы. Ну, чтобы зубы были крепкими, надо жрать меньше сладкого. Это для начала. Значит, а вот фторирование зубов как раз таки на это вообще никак не влияет. Вот в принципе. Потому что микроорганизмам, которые генерируют кислоты, а вот эти кислоты уже и разрушают нашу эмаль, им, собственно, монопенисуально, извините, чем вы там зубы чистите. Вот в чем дело. В любом случае, эта кислота разъест зубы. Фторируй, не фторируй, пока ты их железом не закрыл герметично, они будут разрушаться под воздействием кислот. Все. Суть в другом. Суть в том, что фтор у нас конкурирует с йодом. И в тех случаях, когда, значит, еда, а это обычно вода, содержит фтор выше определенной нормы, вот, как сказать, у нас нет нормы по нижнему содержанию фтора. Нету. Она не определена, потому что фтор человеку не нужен. Специально не нужен. Фтор для человека яд. Точно так же, как алюминий. Абсолютный яд. Точно так же, как ртуть. Не надо человека кормить ни фтором, ни алюминием, ни кадмием. Конечно, эти элементы все содержатся в нашем кровотоке. В нас. Вся таблица элементов. Периодическая таблица. Значит, но специально этим кормить не надо. Это для нас яды. Вот просто с физиологической, с биологической точки зрения. И фторировать зубную пасту — это то же самое, что просто-напросто вводить в организм яд. Фтор конкурирует с йодом. При этом конкуренцию йод не выдерживает. Фтор его вытесняет. Фтор более активен. Он активнее, он вытесняет. В результате происходит, с одной стороны, нарушение по линии эндокринки, а далее, в том числе, так как у нас йод влияет на интеллект, происходит нарушение интеллекта. Не очень сильно, но постоянно. Это постоянное плавное снижение у человека в течение всей жизни. Я не знаю, что делали на Украине, какую химию им добавляли, судя по всему, в питьевую воду на очистных станциях, но когда кто-то мне пишет комментарии, значит,
на сайте, или, значит, в Ютубе, вот, или ВКонтакте. Если кто-то пишет, я даже не глядя на аккаунт человека сразу говорю, определяю, что этот человек с Украины. У них характерное восприятие реальности, неправильное, неполное. Они спорят с очевидным. Они спорят с тем, что является общеизвестным. И я не про политику сейчас, и не про историю совершенно. Я про биологию. Элементарные школьные вещи. Они не понимают смысла. Но в том числе там происходило именно вот это вот. Вытеснение йода. В том числе. Подобным же образом отвечают эти вегетарианцы. Подобным же образом отвечают вегетарианцы. Понимаете, это вещь очень тяжелая по последствиям и сложно отслеживаемая на самом деле. Вот это вот последствия снижения доли йода в организме. Вот в чем дело. Если это происходит массово, то по самому себе человек не замечает, как у него падает уровень интеллекта. По окружающим он тоже не замечает, потому что у них падает вместе с ним. Все. То есть, кто-то там был умнее, кто-то, значит, был глупее, кто-то еще как-то. Вот этот уровень у них относительно друг друга сохраняется, но всей толпой снижается. Просто-напросто. Вот это надо понимать, это очень хорошо видно со стороны. Потому что отследить изнутри это практически невозможно, это очень сложно. Об этом и говорит эффект Даннинга-Крюгера, собственно. Очень хорошо вот эти моменты как раз таки описываются им. Найдите, почитайте. Но мы, значит, про кости. Вот у нас и получается, что в основе прочности костей лежит у нас, это для взрослых людей, лежит йод. Состояние эндокринной системы. И только после этого определяется все это дело кальцием, метионином, витамином D3, который в том числе вырабатывается у нас под воздействием солнечного ультрафиолета. Вот эти вот 5 последовательных факторов. Собственно, все. Собственно, все. Кости человек может сломать только в одном случае. Если нагрузка получилась выше проектной. То есть, если спрыгнул нетренированный человек с высоты больше своего роста. Либо нагрузка была какая-то не предусмотренная проектом. Поперечная, например. Ударили человеку там по кости поперек чем-то, неважно чем. Палкой, значит, еще чем-то. Значит, вот таким вот образом. При падении с высоты своего роста, или потому что человек оступился, кости у него ломаться не должны. Если почему-то ломаются, значит это остеопороз. Даже если его вам не диагностируют, это еще не говорит о том, что у вас его нет. Если вы умудрились на ровном месте что-то себе сломать, значит он у вас есть. И это уже не просто звоночек, это уже набатный колокол о том, что в вашем организме происходит что-то неправильное. Соответственно, вам требуется йод, вам требуется кальций. Источником кальция у нас молотый кунжут. В первую очередь жарить не надо, надо просто его промыть от пыли, высушить, смолоть и кушать. Зубами вы его не смелите. Значит, еще раз повторяю, жареная яичная скорлупа – это та же фигня, что и не жареная скорлупа. Жареный у вас кальций или не жареный кальций значения не имеет. Он у вас не будет всасываться просто потому, что не сопровождается ни витамином, ни аминокислотой.
Может быть, конечно, как некоторые говорят, маковое семя содержит тоже много кальция. Непонятно, правда, на что они опираются. Но я так подозреваю, что просто кому-то было некуда девать маковое семя, и пошла реклама под этим видом. Вот. Но дело в том, что мало просто кальция, как я уже в самом начале объяснил, требуется, чтобы он сопровождался аминокислотой и витамином, иначе он не будет усваиваться. А еще желательно очень, чтобы тут же содержалось в нормальном соотношении и железо. Все. Тогда, значит, у вас будет и гемоглобин нормальный, и кальция в достатке. И усваиваться будет все без всяких проблем. Вот в чем дело. Оптимально этому соответствует как раз таки кунжутное семя. Вот оно оптимально. Значит, вареное сало содержит кальция достаточно много, который тоже легко усваивается, но железа там уже нет. Все. Вроде все. Что я еще забыл? Вроде ничего не забыл. Да. Почему ломаются кости у детей? Вот что я забыл, да? У детей практически все то же самое, что у взрослых, кроме одного момента. У детей происходит очень интенсивный рост. И детская гормоналка очень остро реагирует на любые гормональные добавки в пище. Понятно, да? И так растет энергично. Если еще какая-то гормональная добавка в пищу, обеспечивающая рост, а животинам колют именно ее, то в этом случае масса ребенка, мышечная масса, опережает скорость роста костей. Скорость роста человека ограничена скоростью деления, формирования клеток костной ткани. Понятно, да? Человек может расти значительно быстрее, если бы он был птичкой. У птички кости по-другому устроены, они трубчатые. Там проще все это дело наращивать, чем у человека слоями. Если человек будет жрать кальций в таких потребных количествах, в таких объемах, гемоглобином у него будет стремиться к нулю. Просто-напросто. У птиц же другая кислотность в кишечнике, они в состоянии переваривать утки, значит, железо без проблем и галыши. Вот. Куры спокойно переваривают камушки мелкие. С трудом, но тем не менее переваривают железо. Вот. То есть у них усвоение идет немножко с другой скоростью, там другая кислотность в организме, там другой химизм немножко. Вот. То есть человеку надо быть птичкой, чтобы с такой же скоростью расти. Вот. Пытаться сделать бройлера из человека будет приводить к тому, что он будет ломать кости. Маленький ребенок. То есть для обеспечения, опять же, ребенку беспроблемного роста костяка требуется тот же самый молотый кунжут, потому что он оптимально содержит все необходимое. Это раз. Точно так же требуется йодировать еду хотя бы йодированной солью. Только учтите, вы вскрыли пакетик, через неделю используйте этот пакетик куда-нибудь, я не знаю, там насыпьте в воду его, там ноги, чтобы попарить, например. Вот. Там в ванну себе его насыпьте. Вот. Пусть у вас это будет а-ля море, да? Вот. Потому что через неделю там уровень йода уже очень маленький. Через 2 недели йода в этой соли йодированной практически нет. Выдыхается он мгновенно. Вот. Ну и третье, соответственно, творог это у нас метионин. Плюс посмотрите, какие сыры еще содержат метионин. Собственно, вот. Все. Ну и надо понимать, что при том же
количестве кальция, который попадает в организм, не весь кальций может попасть в кости. По одной простой причине. Если для прочности костей требуется кальций, то для прочности сосудов требуется кремний. А если кремния не хватает, в таком случае, чтобы свято место пусто не бывало, идет замещение кальцием. В результате имеем хрупкость сосудов, а это в первую очередь проявляется носовыми кровотечениями у детей, если кто еще не понял. Здесь фактически стоит, как сказать, типа клапана. То есть лучше пусть прорвутся сосуды здесь, чем в голове, правильно? Или где-то еще. Так ведь? Вот. Природа, она тоже умная. Если идут носовые кровотечения, значит не хватает, банально, рутина, значит не хватает витамина С, значит, скорее всего, вот вам аскорутин, да? И скорее всего не хватает кремния. Кремний это у нас крапива, кремний это у нас хвощ полевой, только их надо не просто заваривать, толку нет, их надо есть. Поэтому вот овощные растительные супчики летом, ради бога. Крапива растет практически везде. Взял, помыл, порезал, в суп кинул. Нормально получается. Всей семье полезно. Или заварил как чай, значит, чай выпил, траву съел. Все, банально. Кремния у нас расходуется не так много, но если завелись глисты, кремний они отжирают на себя для формирования себя любимых. Вот так вот. Зубной аппарат у этих паразитов идет в основе там хитин с использованием кремния. Вот такие вот, собственно, дела. Это надо знать, это надо помнить. Чтобы глистов было поменьше, надо ребенка кормить меньше сладким. А то, как мне здесь давеча сказали, надо ребенка кормить сладким так, чтобы он, как же это, чтобы у ребенка сладкого было столько, чтобы его на это сладкое не тянуло. Да ничего подобного, тянуть будет, потому что сладкое это как наркотик, понимаете, это легкие углеводы, вот в чем дело. Поэтому тянуть на сладкое будет постоянно. Кстати, да, в некоторых исследованиях сахар признан наркотиком. Вызывает зависимость. Да. Вот. Так что кормить детей, тем более закармливать сладким не надо. Зубы ни к черту будут как минимум. Плюс можете доиграться до диабета. Оно вам надо? Я думаю, нет. Такие вот, собственно, дела. Все вот так вот, как всегда, просто. Так что читайте сайт, у меня там кроме этого достаточно много написано интересного. Вот, смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. Ставьте лайки. Всем пока.